Не знаю, мужчины, вы к врачу обращаетесь в последний момент, когда уже что-то отвалилось, когда уже поздняк метаться, правда. Когда уже врач вам выписывает направление исповедоваться. Да, я в этом плане по-другому себя веду. У меня как-то ползуба за фисташки откололась. Я сразу звоню в стоматологию и знаете, что слышу на автоответчике? Балет «Щелкунчик». Я думаю, вот это клиентоориентированность. То есть, если у меня щека опухнет, у меня полет шмеля включится, правильно? Мне было некомфортно. Да, мне надо было быстрее решить проблему. Меня не хотели принимать, потому что я в Москве не прикреплена к поликлинике. Я думаю, надо идти на хитрость. Говорю, девушка, ладно, я приезжая, зубы-то коренные, вы что, с ума сходите? Это все не прокатывает. Но я давно зубами занимаюсь. У меня раньше стояли брекеты, и мне перед лечением врач делает снимок челюсти, показывает мне, говорит, вот, Екатерина, смотрите, у вас верхний ряд все хорошо, но один зуб кривой. Я думаю, блин, может, он на этом снимке позирует, он поэтому боком один. Вот так вот. Стоит рабочей стороной, а внизу там просто не зубы, там групповое фото одноклассников. Там все кучнее, пацаны, давай! Сюда, там один вообще лег посередине. Реально, все нарядные, у зубов последний звонок. Все нарядные, белый верх, черный низ. То есть... Я в костюме зуба остаюсь сейчас. Да, правда, это ужас. Мне приходилось очень часто ходить к стоматологу. Мне каждый раз после процедуры говорили, Екатерин, вам нельзя есть в ближайшие 2 часа. Я думаю, не переживайте, я еще 2 недели не поем, я вам все бабки отдала уже. Я думаю, они в курсе. Врач в курсе, просто угорает надо мной. Он говорит, вам сейчас нельзя кофе, вино, такси, маникюр новый. Не рекомендуется. Вам все, что платно, сейчас не рекомендуется, Екатерина. Да, и мне бы хотелось, чтобы со мной хоть где-то понежнее обращались. Мне однажды повезло. Меня стоматолог принимала, так вышло в детской поликлинике. Детской стоматологии там просто супер. Сходите как-нибудь. Мы там сидим с ребятами в паровозике. Смотрим смешариков. Девчонки помладше сохнут по крошу. Я по-новому взглянула на Копатыч. Я думаю, это кто такой? Это что за мужчина? У него есть сад и огород. Ходит в шляпе. Без штанов, правда, но гордится своим хозяйством. Я думаю, почему во взрослых поликлиниках вы куда-то одеваете всю эту дружелюбную атмосферу? Нам-то гораздо страшнее, чем детям, да? Ребенку во рту поковырялись, отпустили, меня еще и на кассе тормозят. Блин, позаботьтесь о моей психике. Пусть врач объявляет сумму лечения с помощью этой игрушки на руке. Да, что он такой, с вас 112 тысяч. А кто это у нас тут такой плакс-вакс? Скажем вместе волшебное слово «рассрочка», да? Уже заиграет. Да, и мы так не любим ходить по стоматологу, но всегда пренебрегаем этими рекомендациями по уходу за зубами. Вот похлопайте только честно, кто, как и полагается, раз в 3 месяца меняет зубную щетку. Похлопайте. Они меняют, молодец. Но я с Валентином, честно говоря, в одной компании, потому что я меняю зубную щетку, если предыдущая сгорела в пожаре. Тогда, я думаю, наверное, уже пора. Хотя где-то услышала, что углем тоже полезно. Я до последнего оттягиваю вообще этот момент. Да, я думала, что уже закончилась эта эпопея с врачами, но у меня еще этой весной меня настигла аллергия. Мне один раз женщина из зала говорит, у меня аллергия на холод. Аллергия на холод. Думаю, ты своему мужу будешь рассказывать, что у тебя аллергия на холод. Да, на однушку у тебя аллергия, на мать его, вот это все. Да, я пошла выяснять, на что у меня аллергия. И мне врач говорит, следующая, это цитата, она говорит, у вас по всем признакам аллергия на березу, так что никакого березового сока. У меня чуть лапти не слетели, Я им говорю, это что за новости? То есть... Это грустный день для меня. Я себе только нашла кофейню, где подают бамбл по-христиански.
А вы мне такое заявляете, аллергия на березы. Я думаю, что дальше? Буду чихать на песни шамана или что со мной произойдет? Да, я теперь еще сильнее боюсь маньяков, они же всегда в лес везут. Я там сразу на входе такая шайба течет, глаза красные, я буду вырываться, звать на помощь, и прохожие такие: о, это алкашня. Что-то на шашлыках не поделили. Не умеет отдыхать нормально. Меня вообще уже ничего не спасет, правда. Да, я не собиралась в Москву переезжать, и у меня в родном городе были планы гораздо серьезнее. Я отучилась на философа, если что, дипломированный философ. Да, спасибо за ваши несмолкаемые аплодисменты. Это очень, очень приятно. Здорово, что друзья относятся с большим уважением к профессии. Вот говорят, к примеру: о, сидит философ. Посмотрите на нее. Думает, что первее, курица или яйцо? Или пусть по готовности вынесу, да, все-таки, да? Слушайте, я вас не виню за такие подколы, потому что как вы представляете себе философа? Сидит в простыне, в сандалях, раздает мудрые советы, да, и где мне работать по специальности? В женской бане? Это вообще не презентабельно. Но там тоже поднимаются экзистенциальные вопросы. Там сидят в полотенцах такие: да, девочки, все течет, все меняется. Неудачно все-таки Юлька ботокс сделала, да, вы видели? Да, знаете, куда правда идут работать после выпуска дипломированные философы, либо преподавателями по философии, либо бариста, да, что очевидно, там после смены тоже вот так сидишь. Думаешь, почему у молока есть какая-то альтернатива? А у меня нет. Да, я переехала в Москву, заметила, что там вообще бешеный тренд на саморазвитие. Не знаю, как в Ростове. Похлопайте, кто в тренде на саморазвитие. Есть такие люди? Женщина сидит с пивом 50/50. Круто, круто. Я хочу быть в тренде на саморазвитие, потому что у меня все окружение уже очень давно шарит в этой теме. У меня даже папа в свое время взял аскезу на алименты. Да, потому что он модник. Да, и обет молчания в WhatsApp. Чтобы... Раньше всех придумал человек. Думаю, супер, мне тоже надо прокачаться. Я как-то записалась на женский круг. Наверняка многие из вас не в контексте. Вот такие женский круг. Это ватный диск, что ли. Давайте посерьезнее относиться. Там все очень серьезно. Это групповой формат работы для достижения индивидуального успеха. Насколько я поняла, имеется в виду успех самой организаторши мероприятия. Потому что больше там никто не выигрывает. Мы тупо сидим в кофейне, слушаем, как эта женщина затирает про свое поле. Мое поле. Судя по тому, сколько капучино мы выпили, у нее это поле в Эфиопии. Я так для себя поняла. Потому что мы 3 часа пьем капучино, и за 3 часа самая ценная информация прозвучала так: не бойтесь чего-то попросить у мужчины. Попроситься. Я думаю, что тянуть? Звоню, говорю: забери меня отсюда, я прошу тебя. Это мое первое задание, насколько я поняла. Я думаю, зачем я ходила? Мы ни одну проблему не решили, просто 10 знакомых женщин теперь знают, что в среду днем мне тоже не делать. Вот и все. Я очень легко могу сама устроить женский круг. Мы с подругой на кухне сядем, я запишу сторис, типа, собирались с Кристиной проработать синдром отложенной жизни. Потом решили: ладно, завтра. Да. Сегодня просто пьем вообще. Ничего сложного, абсолютно. Ничего сложного. Не знаю, в Ростове есть женские круги? Похлопайте, кто ходил на такие. Вау, класс. Как вас зовут? Татьяна. Класс, аплодисменты вам. Мы рады, что вы здесь, Татьяна. Татьяна, пожалуйста, расскажите, чем вы там занимались? Та же программа. Кофе и по домам. Я поняла. Мне просто одна женщина из зала рассказывала, что они дышали маткой. Не было такого у вас? Не дошло? Не знаю, она говорит, надо сесть в позу лотоса, видимо, для максимального раскрытия чакры. Да, то есть ты садишься в позу лотоса, и, говорит, очень медленно приходит осознание, что ты ебалась. Очень постепенно.